Здравствуйте. Ренессанс атомной энергетики стал одной из обсуждаемых тем в мировой энергетической повестке. О том, что собой подразумевает этот термин, в чем выражается ренессанс и о перспективах развития отрасли, наш сегодняшний разговор с руководителем аналитического ресурса «Геоэнергетика» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Здравствуйте, Борис Леонидович. Добрый день. Борис Леонидович, сегодня много говорится о переосмыслении значения атомной энергетики в энергообеспечении и преодолении негативных представлений с ней связанных. С какими факторами связано вот это вот переосмысление отношения к отрасли? С энергопереходом, с использованием в реакторах четвертого поколения безопасных технологий или с какими-то иными факторами? Что является определяющим? Тупик зеленой энергетики, он же тупик нечистой силы 13. Очевидно, что выстроить объединенные энергосистемы, базирующиеся только на климатически зависимой генерации, не получилось. Растет стоимость. Сейчас, наконец, дали возможность профессионалам, если мы говорим о Европейском Союзе, ассоциация НСОЭ, это операторы объединенных энергосистем Европы, выдали цифры о том, что нужно делать с электросетевым хозяйством. Если дополнительных солнечных ветряных электростанций не строить, то для балансировки системы требуется вложение порядка 1,2 триллионов евро. Если строить дополнительно, значит, будем пересчитывать дополнительно. Это стало очевидно тогда, когда начался энергетический кризис, то есть летом 2021 года. Кто бы что бы ни рассказывал, что это началось позже, это вранье. Если кто-то не верит, откройте архивные данные торгов на хабе TTF, и вы обнаружите декабрь 2021 года $2000 за 1000 кубометров. Но тогда уже было очевидно, что это тупик, что нужно что-то делать. И если уж совсем по датам, то 31 декабря в 23:55 по среднеевропейскому времени на сайте, официальном сайте Еврокомиссии появилось решение Еврокомиссии о зеленой таксономии для атомной энергетики. Там было еще и для газовой генерации, но это отдельная история, там очень много всевозможных условий. В соответствии с законодательством Еврокомиссии отказаться от этого решения можно было либо голосованием в Европарламенте, квалифицированным большинством, либо в том случае, если из 27 стран-участниц Европейского Союза 21 страна использует право вето. Не получилось ни то, ни другое, но по процедуре это продолжалось в течение года. И на КОП-28, в экологическом форуме большом, появилась вот эта инициатива о том, что необходимо к 2050 году утроить атомные мощности. Сейчас ожидается, что целый пул финансовых организаций, в том числе ведущие американские банки, присоединятся вот к этой творческой инициативе и утроить мощности в 2050 Вот, Борис Леонидович, вот в этой связи как раз хотелось бы вот что уточнить. Международное агентство по атомной энергетике, МАГАТЭ, совсем недавно пересмотрело прогноз расширения атомных мощностей к 50 году, предусмотрев примерно от четверти до половины от действующего состава энергообъектов. Вот как было там сказано, в зависимости от различных сценариев, модуляция которых, видимо, происходила. Вот в этой связи, что хотелось бы как бы спросить, предполагается ввод новых мощностей в Китае, Индии, Японии, Казахстане, значит, еще в целом ряде стран. Достаточно хорошо известно, что на рынке строительства атомных мощностей Росатом играет одну из ключевых ролей. Может ли вот такой как бы объем предполагаемых заказов привести к востребованию, значит, нашей компании, к получению новых заказов на строительство энергоблоков в ближайшее время? Или из-за политических препятствий это невозможно? Если мы заглянем в базу данных МАГАТЭ, ПРИС, числится там в состоянии строительства 63 атомных энергоблока, они не считают по электростанциям, именно по атомным энергоблокам, в том числе зачислено в эту категорию 2 блока Хмельницкой атомной электростанции, поэтому мы говорим о 61. Из них в странах БРИКС+, строится 52. Это что касается с кем конкурировать. Говорить о том, что будут следовать отказы по политическим причинам,
Политические причины, к сожалению, в атомную энергетику вмешались. Вмешались они, собственно говоря, вот на том самом мартовском форуме в Брюсселе. Мало того, что не был приглашен Росатом в соответствии с тем, что решила Европейская комиссия, строить можно только те атомные энергоблоки, которые прошли проверку на безопасность на уровне Европы, Евросоюза. Полностью удовлетворяют этим стресс-тестом Евросоюза, собственно говоря, блоки от французской ЭДФ, атомной электростанции Олкилоута, энергоблок на базе реактора ВПР-1600 и белорусская атомная электростанция с двумя реакторами на базе ВВР-1200. Выбор невелик, собственно говоря, у Европы. И все, что остается в распоряжении многоуважаемого коллективного Запада, это либо французские технологии, прекрасные, с французским шармом, 18 лет строительства в Финляндии. Реклама. Неплохо. И технологии от как бы американской компании Westinghouse Electric. Как бы, потому что у нас зарегистрировано в Соединенных Штатах, при этом 100% акций принадлежит канадской компании. Но там еще есть корейский участник, который Westinghouse пытается оспорить. Да, конечно, будет оспаривать корейский. Компания KEPCO, Korean Energy Power Corporation, да, у них есть уже построенная атомная электростанция в Объединенных Арабских Эмиратах Барака, единичная, мощность единичная по блокам 1400 мегаватт, да, поколение 3+, не сертифицировано в Европе, не пройдены соответствующие тесты европейские. Плюс, говорят, не свободные от зависимости от американского от Westinghouse, потому что там были какие-то договоренности, в открытых источниках ничего не появлялось. В обычных случаях договоренность, что можно взять технологию от Westinghouse, увеличить мощность и дальше использовать. Но вот со стороны Westinghouse пошло утверждение, что использовать можно, но только внутри Южной Кореи, а за рубежом, будьте добры, согласовывать. И сейчас получилось так, что вот есть две группы компаний-вендоров. Одни вот вокруг той группы товарищей, которые собирались в Брюсселе, у них действительно хорошие данные, активное участие World Nuclear Association, Всемирной ядерной ассоциации. Вроде бы все хорошо, и вроде бы сейчас должен решиться вопрос с финансированием, но не очень понятно, что именно собираются финансировать. Вот все имеющиеся возможности я вроде бы перечислил. То есть фактически получается, что если Росатом лишается права участвовать во всевозможных конкурсах, на этом рынке образуется как бы дефицит строителей. Это у них образуется дефицит строительства. И две группы. Одни вроде бы как видят источник финансирования, но не понимают, что строить, но они готовы разговаривать об утроении мощности атомной генерации к 50-му году, об учетверении к 60-му, удесятерении к 70-му. И атомная платформа БРИКС, где просто строят. Там говорят о том, что нужно строить, а здесь просто строят. Но при этом решают, разумеется, вопрос с финансированием. Как это будет решаться, сказать сложно. То, что Росатом видит новые заказы, это тоже очевидно. После того, как на рынок был выведен первый реальный проект атомной станции малой мощности, процесс переговоров пошел быстрее. Вот об этом хотелось бы как раз сказать. Значит, одним из последних проектов Росатома, как известно, является проект реактора малой мощности в Узбекистане, который вот как бы был на правительственном уровне. Я бы сказал, 6 реакторов. 6 реакторов, да, 6 атомных энергоблоков на уровень 330, как бы суммарно. Вот если говорить о вообще вот рынке малых атомных реакторов, вот здесь вообще какое сочетание игроков? Рынок прекрасен, обширен, реализованный проект одна штука. Только наш и больше никого. Да, вот 100% получилось. Очень много проектов. В общей сложности государственные регуляторы по разным странам планеты рассматривают более 50 проектов. Более 50 проектов рассматривают, пока одобрение от госрегуляторов не получено нигде, но ничего, процесс идет. Прекрасные проекты, я их видел в 3D-формате, и вроде бы одна из английских компаний собирается даже голограмму сделать, чтобы было красиво.
Борис Леонидович, известно, что Казахстан на референдуме принял решение о развитии атомной энергетики, о строительстве первой АЭС, и после этого сделал заявление о создании так называемого международного консорциума, о создании первой атомной станции. Вообще жизнеспособна ли эта схема вот без определения некого такого основного участника-подрядчика? Ну, вопрос, кто будет отвечать за безопасность, если будут участвовать все 4 компании, вышедшие в финал тендера. Компания 4, напоминаю, ЭДФ, Да. обязательно, если принимать решение в их пользу, то в ближайшие лет 20 Казахстан может не беспокоиться о ядерной безопасности. Потому что станции просто Потому что не будет. станции не будет, это понятно. Один вариант. Второй вариант, компания та самая южнокорейская, Кепка. Если выбор будет принят в ее пользу, не мое дело ни в коем случае советовать казахстанским экспертам, казахстанскому министерству энергетики, как выбор сделать. Просто напоминаю, что, собственно, технологии производства ядерного топлива у Южной Кореи нет, технологии вывода из эксплуатации у Южной Кореи нет, технологии переработки обреченного ядерного топлива тоже нет. Но выбор можно сделать, почему бы и нет, если будет принято решение. Еще 2 участника – это Росатом и одна из 3 атомных корпораций Китая. Китай большой, там 3 корпорации. Вот, в данном случае речь идет о China National Nuclear Power. С этой компанией Росатом работает с 1999 года. То есть вы считаете, что... То есть если назвать это консорциумом, то я думаю, что вот эти 2 могут дать великолепный результат. Борис Леонидович, как известно, в Германии вразрез с мировой тенденцией приняла решение о закрытии всех атомных энергоблоков. Ставка сделана на возобновляемую энергетику, на создание газовых ТЭС в качестве балансирующей генерации. Вот можно ли сказать, что через год после того, как это решение было введено в действие, что это решение Германии имело под собой некое основание, имеет некую состоятельность? Или результат вот этого отказа от атомной энергетики скорее отрицательный? Ваше мнение? Ну, если мое оценочное мнение, это великолепное решение. Мы видим рецессию. Я надеюсь, что перейдет в депрессию, в рецессию, будет расти безработица, будет закрываться промышленность. Я считаю, что правительство Шульца, и, конечно, очень настаиваю на том, чтобы голоса избирателей были отданы именно этой блистательной партии, чтобы он снова победил, чтобы он снова руководил. Мой дед в Берлине многое не доделал. То есть люди, они доделают все, что можно. Уже известно, если говорить серьезно о том, как Херр Хабек проталкивал решение о закрытии атомных энергоблоков, подложенные документы, все это выявлено, но отыграть назад, да, уже есть оценки, что чем заниматься демонтажом, вернуть в строй будет немножко быстрее и значительно дешевле, тем более, что на территории Германии есть заводы по производству ядерного топлива, то есть как бы комплекс не до конца рассыпался. Но какое решение приняли, такое приняли. Для того, чтобы можно было действительно компенсировать или сбалансировать вот эту климатически зависимую генерацию газовыми электростанциями, нужно и на газовом рынке тоже какую-то определенную политику проводить. Мы ее не видим, если уж совсем честно, и не видим никакого желания эту газовую политику выстраивать. Разумеется, ни одна энергетическая компания при той волатильности цен, которую мы на хабе TTF видим, вкладываться не будет. Тем более, что зеленую сделку никто не отменял. И напомню, одну из целей этой зеленой сделки к 2050 году полностью отказаться от ископаемого топлива. Ну и где вы хотите найти инвестора, который в 2025 году будет вкладываться в то, что надо еще построить, придумать систему вывода мощности, которая через 20 лет закроется. 5 лет отводим на строительство, 20 лет то ли окупится, то ли нет. Соответственно, мы видим, чем это закончилось. Идет закупка электроэнергии во Франции, 72% генерации на атомных энергоблоках, все в порядке. Идет закупка электроэнергии в Швеции, связаны контрактами, тем более, что в Швеции часть электростанции принадлежит компании Uniper, которая теперь стала государственной после национализации в 2022 году. Немножечко стонут все соседи, потому что отсутствие ветра в Германии гарантирует повышение тарифов на электроэнергию просто мгновенно у всех, кто ее окружает.
Хотелось бы коснуться другого аспекта темы. В последнее время атомная энергетика постепенно начинает втягиваться в санкции, что казалось совершенно невозможным еще год назад. Это начинает проявляться прежде всего в сфере атомного топлива. Соединенные Штаты, как известно, приняли решение о запрете импорта российского урана. Российская Федерация ответила зеркально на введение ограничений. Борис Леонидович, вообще какие последствия короткие, средние, на средней дистанции могут иметь вот такие вот решения? Давайте сначала разберемся с терминологией. Нет никакого урана ни в решении Министерства энергетики США, ни в решении правительства Российской Федерации. Да, что? Есть обогащенный урановый продукт. Да, обогащенный урановый продукт. Да, согласен. Это не просто разные слова. Если мы стоимость урановой руды берем за единицу, то стоимость обогащенного уранового продукта имеет коэффициент 12. Угу. Это принципиально разные вещи, согласитесь. Действительно, поставки шли в 2013 году, когда закончилось действие договора Гор-Черномырдин, он же ВОУ-НОУ, высокообогащенный уран, низкообогащенный уран, он же мегатонны в мегаватты. Начался период подписания нормальных коммерческих договоров с американскими компаниями. Атомная энергетика в США не является государственной, есть частные владельцы у каждой атомной электростанции. Вот они подписывали договора с нашим Техснаб-экспортом на международном рынке марка 12. Tenex, простите. Контракты десятилетние. В 2024 году они в основном все заканчивались. И, собственно говоря, вот здесь мистер Байден и сделал то, что сделал. Разумеется, это свободный рынок. Тем более Соединенные Штаты, но это дважды свободный рынок, поэтому квота на ввоз обогащенного уранового продукта из России была законом определена в 20%. Потому что свободный рынок, свободная конкуренция. Вот этих 20% не станет, казалось бы. Но в законе, который был принят, подписан Байденом в июле этого года, есть оговорка. Министерство энергетики может предоставить исключение из этого эмбарго в том случае, если на рынке нет аналогичного товара или если отсутствие такого товара угрожает национальной безопасности США. Американские компании прекрасно понимают, что идти, в общем-то, на этом рынке особо некуда. Потому что если брать за 100% обогатительной мощности планеты, то Росатом – это 46%. Если немножечко внимательнее присмотреться к оставшимся 54, то там обнаруживается Китай, 16% доли на мировом рынке, который никогда никуда ничего не продавал. Как только закон вступил в действие, 2 исключения в Соединенных Штатах, 2 компании уже получили. Сейчас нужно будет получать разрешение еще и в России. Внезапно на американском рынке появился китайский обогащенный урановый продукт. Но мы с некоторым удивлением обнаружили, что китайские корпорации значительно увеличили заказы обогащенного уранового продукта у Росатома. У Соединенных Штатов собственных технологий обогащения урана по изотопу 235 просто нет. Не появилось. Не смогли. Завод, который работает на территории Штатов, это технологии европейской компании «Юренко». Он причем европейский, по той причине, что уставной капитал строго пропорционально разделен между правительствами Англии, Голландии и Германии. По оценкам руководителя МАГАТЭ, для того, чтобы справиться вот с такой зависимостью от Росатома, требуется 7-8 лет и усилия всех, кто в этом заинтересован. Здесь достаточно серьезная сумма. Когда нам говорят, что Конгресс выделил $1 миллиард, ну, это просто ни о чем. Урановый продукт Российской Федерации в какой-то короткой перспективе трудно замещаем или не замещаем вообще? Ну, 10 лет, я бы все-таки сказал, среднесрочная перспектива. И об этом же говорит генеральный директор МАГАТЭ, о том, чтобы компенсировать отход от российских технологий, требуется порядка 10 лет. Борис Леонидович, хотелось бы еще посмотреть ситуацию в Российской Федерации. Как известно, сейчас обсуждается стратегия развития до 50-го года, энергостратегия развития до 50-го года. И вот какую роль вообще этот документ отводит атомной отрасли и вообще какие у нее задачи во внутреннем контуре, хотя бы как бы контурно обозначить?
Я не являюсь ни руководителем субъекта федерации, ни руководителем крупной энергетической компании. Именно там идет обсуждение. Министерство энергетики считает, что этого вполне достаточно для того, чтобы выработать энергетическую стратегию до 2050 года. И, как мы знаем, все предыдущие энергетические стратегии, кулуарно, внутриведомственно разработанные, давали блистательный результат. Идет обсуждение на международных форумах, там представители Министерства энергетики обсуждают какие-то части, а в открытых источниках нет. При этом Министерство энергетики считает, что оно обсуждает это с экспертами. Мне имена экспертов неизвестно. Известно. Известно, кто у нас губернатор. Да. Но вот как-то позвонить им, чтобы прислал экземплярчик, нет, мне в голову не приходило. Так что там будет в той стратегии? Вот в неких таких вот в официальных оценках, допустим, и вот недавно у нас была встреча в нашей студии с представителем постоянной комиссии Государственной Думы по топливно-энергетическому комплексу. Вот они говорят о возможном увеличении доли атомной энергетики в энергобалансе, значит, ориентировочно цифры там, по-моему, 23-25 до какого-то временного периода. Вот так вот, если навскидку сказать, это вообще реальная перспектива? Это реально, это очень жестко, конечно, но это задание президента довести долю атомной генерации в балансе до 25%. Сейчас по установленной мощности, сейчас на уровне 20, просто 20 без ничего. По оценкам самого Росатома, это строительство 37 новых атомных энергоблоков больших. Это жестко, но это и станция замещения. У нас реактор БМК надо полностью выводить из эксплуатации. И то, что мы видели в комплексном генеральная схема размещения объектов генерации на период до 2042 года, площадки намечены. Это и Дальний Восток, разумеется, там что-то нужно делать. Надо строить, энергодефицит там нарастает, это видит Китай. Нужно что-то делать на нашем юге. Слава богу, что на следующее лето компания Интеррао договорилась о том, что Грузия и Азербайджан зарезервируют мощность. Когда у нас опять начнутся веерные отключения, кто-то же должен выручить. Пошли навстречу, поскольку несколько предыдущих десятков лет мы их выручали. Ну, теперь ситуация изменилась, мы, оказывается, не справляемся со своей электроэнергетикой. План ГЛРО у нас уже закончился, ему, слава богу, больше 100 лет. Надо разрабатывать новый, но мы пока занимаемся разработкой энергетической стратегии на период до 2050 года. И я думаю, что она будет совершенно удачна, так же, как и все предыдущие энергетические стратегии. Да, не слишком, конечно, оптимистично вы оцениваете этот документ, но, тем не менее, мне вообще кажется, что вот если, может быть, пытаться резюмировать итоги нашей встречи, итоги нашего разговора, что все-таки можно, конечно, говорить о ренессансе атомной энергетики на Западе, но без участия Российской Федерации во всех стадиях, во всех отраслях, во всех сегментах атомной отрасли, наверное, ни о каком ренессансе говорить невозможно. Говорить возможно. Что? Мы же с вами в демократической стране, как мы можем запретить говорить? Если говорить серьезно, то постепенно вырисовывается, как минимум, большая тройка. Была такая большая атомная тройка во времена исторического материализма. СССР, Франция, Соединенные Штаты. Франция и Соединенные Штаты ушли. У них какие-то другие решения. Здесь со стороны Росатома интриг, подметных писем, черных пистолетов не было. Реально сейчас строят китайские корпорации в составе 3 штук. И достаточно хорошие результаты показывает та самая южнокорейская корпорация, но у них там сейчас тоже предыдущий президент считал, что атомная энергетика – это тупик, требовал ее закрыть. Да, этот президент уже подвергся импичменту. Но ушел куда-то в импичмент, потому что там свои какие-то сложности. По собственным технологиям впервые начал строить атомные энергоблоки Иран. Хорошо, если получится, потому что чем больше разнообразия, у них базовая мощность порядка 750 мегаватт, то есть так в серединку попасть. После долгих лет сумели найти финансирование, решить технические проблемы в Индии, там 500-мегаваттники, то есть такая палитра набирается. Все это, то, что я перечислил, это БРИКС+.
Да. Собственно говоря, не решение, а предложение Росатома сгруппироваться с тем, чтобы мог идти обмен опытом, обмен технологиями, специалистами. Это самое важное, на самом деле, в любой высокотехнологичной отрасли. Самая важная часть – это люди. И Росатом вот в этом году отрапортовал, что в своих ядерных вузах, в своей технической академии за год удалось подготовить 1200 иностранных специалистов. Это хорошо, потому что это люди, которые живут в нашей инженерной школе, в нашей научной школе. Это не МГИМО, у нас послы в больших количествах разъезжаются по всем странам. Вот для нашей атомной электростанции на территории Турции будет подготовлено 600 турецких специалистов. Это наши послы. Спасибо большое за разговор, Борис Леонидович.